Обновление убежища среди холмов внесло в GTA Online довольно много изменений. Где-то что-то добавили, где-то что-то пофиксили, поэтому сегодня в рамках рубрики 20 секретов, фишек, багов и особенностей апдейта я расскажу вам обо всем поподробнее. Очевидные вещи, которые лежат на поверхности обновы, затрагивать само собой не будем. Поговорим о более скрытых деталях, которых, возможно, заметили далеко не все. В общем, погнали. Роскошные особняки за миллионы долларов появились в GTA Online. Если не хватает денег, обращайтесь в мою группу по накрутке. Любое количество кэша, любой уровень, тысячи положительных отзывов и самое главное, никакого бана. Ссылка само собой в описании. Переходите и заказывайте лучшую прокачку в Рунете. В меню взаимодействия было добавлено 4 новых эмоции: отдать честь, кручение дубинки, это не я, показать жетон. Rockstar продолжают каждое новое обновление добавлять контент не вышедшего в 2020 году полицейского DLC. Сначала кучу транспорта, потом полицейскую форму, а теперь еще и 4 новых действия. В продажу вернули еще 19 удаленных сайтов транспортных средств. Полный список прямо сейчас на ваших экранах. Уже третий апдейт подряд разработчики возвращают на сайты ранее удаленный транспорт. Вангуют такими темпами все 188 машин и мотоциклов удаленных сайтов в 2023 году скоро вновь вернутся в продажу. Не могу не упомянуть, что теперь генератор помех GSN можно установить еще на 14 наземных транспортных средств. Полный список на ваших экранах. А самое интересное, Rockstar пошли еще дальше и добавили возможность установки генератора на 15 воздушных транспортных средств без оружия. Список опять же на экранах, поэтому да, теперь на этом транспорте можно более-менее безопасно передвигаться в открытых сессиях, не переживая, что вас легко взорвет любой другой игрок. Спустя год или около того разработчики пофиксили пуленепробиваемую кокетку D5. Кто не в курсе, машина долгое время была настоящей имбой. Пули тупо не поражали водителя. Единственный способ — это взорвать автомобиль. То есть, по сути, кокетка была похожа на Курому, если даже не лучше. Теперь же этот баг исправили, и водителя можно легко убить с любого оружия. Каждый знает, что после прохождения задания можно поставить ему лайк или дизлайк. Rockstar решили замотивировать игроков делать это, и теперь за оценку, неважно позитивную или негативную, вы будете получать по $500. Да, это небольшие деньги, но все же это новая фича, о которой я не мог не рассказать. Переходим дальше. На очереди ограбление казино. Патрик Макрири теперь по умолчанию доступен всем игрокам в качестве стрелка, а связанное с ним случайное событие, которое вечно у всех баговалось, было удалено. Кроме этого, Густаво Мотта, еще один стрелок из этого ограбления, теперь берет за свою работу не 9%, а 8%, ровно так же, как и Патрик Макрири. Да, это мелочи, но тем не менее. На карте все иконки мини-работ, доставка пиццы, такси, парамедик и так далее теперь кислотно-голубого цвета, а в меню взаимодействия отображение этих самых подработок можно показать или скрыть одним единственным переключателем. Раньше этого не было, каждую подработку нужно было переключать по отдельности. Непонятно зачем, но Rockstar переименовали на сайтах вкладку «Избранная». Теперь она называется «Популярная». Все мы давно уже ждем нормальные фильтры на сайтах с возможностью поиска по названию, по обновлению, по классу и так далее. Но, к сожалению, у разработчиков свои взгляды на этот счет. Ни для кого не секрет, что тренировки с весами и йога в вашем особняке временно повышают характеристики персонажа. От йоги вы быстрее бегаете и плаваете, а от тренажеров повышаете силу. Но знали ли вы, что переусердствуя на тренировке, можно умереть? Делаем максимальное количество жима лежа, а затем в течение 10 минут уставшими снова ложимся на жим и повторяем тренировку. Есть один шанс из 100, что ваш персонаж не выдержит и умрет. Так что да, это крайне редкая смерть, и как бы это парадоксально ни звучало, но попадается она лишь везунчикам. На очереди подписка GTA+. Во-первых, автомастерская в особняке открывает возможность тюнинга от Имани и Хау лишь GTA+-никам, то есть без подписки в особняке вы не сможете прокачать тачки тюнингом HSV или установить генератор помех. Придется ехать в автоклуб и агентство, чтобы сделать это. А во-вторых, через меню клуба Вайнвуда GTA+-ники теперь могут удаленно назначить задания своим сотрудникам из ангара, складов и бюро. Мега полезная фишка всем, кто честно фармит
экономить бабки в GTA Online. Теперь не нужно самостоятельно объезжать все точки и назначать задания работникам. Открыл меню клуба, выдал всем работу, а потом забрал выручку. Все очень легко. Знали вы или нет, но чем больше у персонажа денег, тем сильнее внешне меняется хранилище в особняке. Поговаривают, что если на вашем балансе больше миллиарда, то все хранилище будет в золотых слитках. Теперь немного о функциях ИИ-ассистента. С телепортом понятно, это имба. Можно за секунду тпшнуться в любой личный объект недвижимости, включая крупный транспорт. А вот что касается ускорения производства, тут поинтереснее. Если я правильно понял, с этой опцией все в 3 раза быстрее. Допустим, тот же бункер полностью заполняется не за 11 часов и 30 минут, как это было всегда, а всего лишь за 3 часа 50 минут. Полный бункер стоимостью в 1 с небольшим миллион долларов менее чем за 4 часа. Ну разве это не круто? В игру был добавлен редактор миссий. Не перестрелок, не гонок, а именно миссий. Теперь вы можете создать свои собственные задания не хуже тех, что делают Rockstar. Более чем уверен, за этим будущее GTA Online. Скоро умельцы начнут делать мега-экшоновые миссии с кат-сценами, интерьерами и сюжетом. Вы только представьте, задания по крутости схожие с ограблениями, но их сотни, и все они мега крутые. Да, выплаты будут скромные, далеко не такие, как в ограблениях, но тут дело вообще не в этом, тут дело именно в геймплее. Не могу не упомянуть охрану. За 1 миллион 750 тысяч долларов ваш особняк. Она выполняет довольно полезную функцию. Ни один из ваших бизнесов никогда не смогут ограбить. Точнее, шанс предотвращения налета сильно повысится. А если у вашего бизнеса куплена еще и своя собственная охрана, то тут уж 100% вы защищены. Зарейдить и ограбить вас никто никогда не сможет. Вертолет Валатус, который вы получаете, купив особняк, можно загнать в ангар и прокачать, установить генератор помех и поменять окраску. Под стать праздникам декорации и украшения в особняке будут меняться на день рождения персонажа, на Рождество, на Хэллоуин, на лунный Новый год и так далее. В миссии «Дом, милый дом» после первого звонка Ави, если вы поедете на изначальную метку, то найдете машину Шварцмана, зеленый вопит спида с номерами 404 АНФ. В игру было добавлено одно новое случайное событие под названием «Водитель у бандитов». NPC совершает ограбление и прыгает в вашу тачку. Задача скрыться от копов и довести чувака до убежища. Элементарная миссия с наградой в 25 тысяч долларов игровой валюты. Ну и последнее, по сообщениям игроков, бесконечная загрузка была пофикшена. Думаю, каждый из вас натыкался на эту проблему, особенно при загрузке в ангар. Это было крайне часто. Теперь вроде как полный порядок, косяк устранили, по крайней мере по первым отзывам от игроков. Фух, на этом все. Надеюсь, ролик понравился. Если это так, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Напоминаю про Telegram, там контент появляется куда быстрее, чем на YouTube. Плюс прямо сейчас проходит розыгрыш прокачки. Да и вообще розыгрыши каждую неделю. Все остальные ссылки на мои соцсети в описании. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.